Привет, друзья! Вы на канале Need for Travel. И этим видео мы начинаем серию велопутешествий по Шри-Ланке, которая началась за 2 недели до карантина. Да, мы на Шри-Ланку приехали в марте 2020 года, и уже сейчас мы можем сказать, что это наше самое длительное велопутешествие, которое плавно перерастает в жизнь на Шри-Ланке. Так что сразу подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одной серии. Да. Ну а в первой серии мы расскажем вам, что мы посмотрели в Коломбо за один день на велосипеде. Постараемся передать вам атмосферу в Шри-Ланке за 2 недели до массового закрытия границ во всем мире. На Шри-Ланку мы отправились из Вьетнама уже с велосипедами. Если вам интересно узнать, как мы перевозим велосипеды в самолетах, об этом мы сняли отдельное видео, ссылка на которое будет в описании. На Шри-Ланку мы прилетели 3 марта около 11 часов вечера. Наш взгляд радовали работницы аэропорта в Саре, национальных нарядах Шри-Ланки, а статуя Будды в аэропорту прям даже удивила. Шри-Ланка начинает поражать с самого аэропорта. Здесь стоит статуя Будды прямо в аэропорту, а в туалете я уже увидела целую семью тараканов. Работники аэропорта предвидели, что туристам захочется фотографироваться с Буддой, поэтому повесили целую инструкцию. Здесь сказано, что нельзя фотографироваться спиной к Будде, нужно только лицом. Для посещения Шри-Ланки украинцам нужна виза, но на начало 2020 года она бесплатная, и получить ее можно по прибытию всего за пару минут. Но пока мы собрали велосипеды и получили визу, было уже час ночи. И нам нужно было ехать в ближайший город от аэропорта, это Негомбо. До Гестхауса было 14 километров, и мы были там около 2 часов ночи. Но нам пришлось его еще искать, потому что было уже темно, табличек на Гестхаусе не оказалось, как мы потом выяснили. Мы просто в итоге сравнили фотографии с Гугла, с Букинга, с тем, что видели. В итоге нашли похожий. Открыли ворота, нашли открытую комнату, это вроде как оказался гестхаус, и мы решили, что там и остановимся, поэтому просто легли спать. А с хозяином гестхауса мы встретились уже утром и даже обменялись подарками. Я дала ему мелкую вьетнамскую купюру, а он нам бутылку воды. В первый день мы не планировали ничего грандиозного. Хотели просто освоиться и доехать из Негомбо в Коломбо. Оказывается, Коломбо не столица Шри-Ланки. Столица находится в пригороде Коломбо и называется очень сложно. Шри-Джава-Коте. Там находится парламент и другие важные правительственные здания. Основная же общественная и торговая жизнь страны сосредоточена в деловой столице. Это Коломбо. Башню Лотоса можно назвать визитной карточкой Коломбо. И ее видно издалека. Ну, что-то вроде Эйфелевой башни в Париже. С высотой 356 метров это самое высокое сооружение в Коломбо. Чем ближе мы приближались к Коломбо, тем насыщеннее была жизнь и трафик был больше. Но трафиком нас не испугать. Поверьте, во Вьетнаме, где мы были за день до этого, трафик намного хуже. А если не верите, то смотрите наш шок-контент о езде по Ханою в час пик. В Коломбо, как и в любом крупном городе, было сложно найти отель, чтобы можно было туда внутри завести велосипеды. И мы нашли такой вот огромная комната, она вся была наша, за $15 в сутки. Весь следующий день мы решили посвятить Коломбо. На ресурсе Google Travel я нашла маршрут Коломбо за один день, который пролегает по основным достопримечательностям города. И мы решили проверить, насколько этот маршрут удобен для велосипедистов. И хотя индуизм не является основной религией на Шри-Ланке, в этом районе Коломбо много индуистских храмов. Один из них – храм Катхирисан Кавил. В этом храме очень много правил, и вот они все изображены на картинке. Даже с пакетиком нельзя. Если у нас перед христианскими церквями принято продавать свечи, то здесь целое ожерелье из цветов. Говорят, они не для того, чтобы их нюхать, а для того, чтобы одевать и молиться. Welcome to Sri Lanka.
Первым, что здесь появилось, это вот дерево за моей спиной, которое 150 лет назад было привезено из города Анурадхапуры, который считается столицей буддизма на Шри-Ланке. А через 50 лет после этого был построен этот храм, который очень необычный, но еще лучше он внутри. Смотритель храма решил провести нам короткую 15-минутную экскурсию, в ходе которой мы узнали об истории буддизма на Шри-Ланке и увидели огромные статуи стоячего и отдыхающего Будды. Вот это значит он спит, а вот это значит он отдыхает на ногах. Здесь запечатлен след Будды, когда тот приехал в Канди, в город. Это монахи, которые остановили короля Шри-Ланки против охоты на животных. Это здание очень важно для шри-ланкийцев, потому что оно было построено в честь независимости Цейлона, бывшее название Шри-Ланки, от Великобритании. Сейчас здесь проходят массовые религиозные и общественные мероприятия. Сейчас на Шри-Ланке очень жарко, на солнце больше 40 градусов, поэтому в холм независимости очень часто приходят местные, чтобы отдохнуть от жары, потому что это место отлично продувается ветром. А кто это? Это мистер Синанаяки, первый премьер-министр Шри-Ланки, и местные его считают отцом нации. Нихера себе! Возле монумента независимости находится такое вот белое здание, внутри магазины мировых брендов. Очень классно, все построено в белом колониальном стиле. Цены, я думаю, тут тоже не маленькие. Место выглядит очень интересно, здесь ощущаешь себя как в настоящем замке, а не в обычном торговом моле. Так как Шри-Ланка известна своим цейлонским чаем, то во многих магазинах можно либо попить чай, либо купить даже себе в подарок. В этом кафе чашечку чая можно выпить за 450 рупий. Я не могу запомнить название этого парка, поэтому я его просто прочитаю. Этот парк Вихара Махадеви, он с 1865 года, это крупнейший парк во всем Коломбо. Из достопримечательностей парка здесь статуя Будды, ряд фонтанов и амфитеатр. Сюда нельзя даже здесь фотографироваться с велосипедами, нельзя делать селфи. Вот такие вот правила придумали оригинальные, вдобавок к оригинальному названию парка. А напротив парка новая городская ратуша, которая по виду очень напоминает американский Капитолий. Мы решили попробовать шри-ланкийскую еду и заехали в кафе для местных, чтобы увидеть, чем питаются обычные жители столицы. И здесь я заказала рис, карри, яйцо, бурячок, кусочек теста и еще огурец, наверное, острый. Это мне обошлось 180 рупий или $1. Нам дали по комплекту вилка и 2 ложки, при том, что все местные едят здесь руками. А с виду приличный мужчина. Поначалу кажется, что еда совсем чуть-чуть острая, но когда съедаешь полпорции, понимаешь, что все просто печет. У нас уже заканчивается вода. Здесь не подают воду, как это принято в Юго-Восточной Азии. Здесь просто стоят стаканы возле кранов, и люди подходят к крану и набирают оттуда воду и пьют. Наверное, чистая вода. О, руками взяла.
Храм Гангарамая – самый известный храм на Шри-Ланке. По виду он кажется древним, но ему всего лишь 120 лет. Храм открыт с 6 утра до 6 вечера, и вход сюда стоит 400 рупий с человека. Здесь даже у слона своя почетная миссия. Каждый февраль он участвует в шествиях красочного фестиваля. Как и в любом буддийском храме, здесь просто немеренное количество Будд. И их даже выставили в несколько ярусов, чтобы их больше поместилось в кадре. И, кстати, смотрятся они очень даже фотогенично. Одна из главных причин, почему буддисты приходят в этот храм, чтобы посмотреть на волос Будды. А в Канди находится зуб Будды. А этого нефритового Будду мы прозвали Буддой путешественников, потому что сделали его в Таиланде, но потом подарили Шри-Ланке. А что он такой разный? Тут же 4 архитектурных стиля: ланкийский, индийский, тайский и китайский. А мне кажется, тут еще один стиль есть. Какой? Диснеевский. На территории храма находится библиотека, где проходят разные образовательные мероприятия, и здесь даже можно обучиться профессиям, в том числе и техническим специальностям. Напротив одного из крупнейших торговых центров Коломбо, Коломбо Сити Центр, находится озеро Перя. Само озеро ничего особенного из себя не представляет, но на нем находится храм на воде. Сейчас пик на Шри-Ланке. Променадная зона Галифейс Грин – лучшее место в Коломбо, чтобы прогуляться вдоль океана. Она длиной 1,5 километра и построили еще британцы. На велосипедах здесь нам не разрешили ехать, но можно просто с ними идти пешком, хотя на тук-туке можно сюда приехать без проблем. Дети прыгают в воду, это, конечно, было забавно посмотреть, но ничего удивительного. Но здесь, на шри-ланкийском пляже, есть даже яйца черепах закопаны, аж 345 яиц в песке. После этого мы поехали в сторону делового района Коломбо, который называется Форт. Маяк Коломбо еще одна бесплатная достопримечательность, которую стоит посетить. И здесь вокруг гуляют полицейские, которые постоянно с автоматами и наблюдают, чтобы ничего с маяком не произошло. У маяка невозможно не заметить необычную ступу. Эта ступа находится на высоте 80 метров. Ланкийцы хотели, чтобы эту ступу можно было видеть даже с моря. Приходите сюда на закате, взбирайтесь по ступенькам, изучайте фрески о жизни Будды, ну и, конечно же, наслаждайтесь видом на океан. Кстати, это бесплатно. Мы, к сожалению, поздновато приехали, да и велосипеды не хотелось оставлять внизу. Дальше едем в центр торговли Коломбо, район Пета. Только мы заехали в мусульманский район Коломбо, сразу появились очень много пестрых зданий, в том числе и мечеть Уль-Аль-Фар, которую вы видите. Она нам даже по внешнему виду напомнила немного замок из Лего. Оказалось, что мечеть построена сразу в нескольких архитектурных стилях: индоисламском, индийском, неоготическом и неоклассическом. Она впечатляет. Внутрь мечети Уль-Аль-Фар мы, к сожалению, не попали, так как пришли сюда уже после заката, во время вечерней молитвы.
А если прийти во время посещения, то можно даже зайти внутрь. Но учтите, что для туристов отдельный вход. Мечеть открыта с 9 до 17 часов. Вход сюда бесплатный. Коломбо не очень удобный город для велопутешественников. Там нет велодорожек, там большой трафик, особенно вечером. И в парк вы не можете зайти с велосипедом, нужно оставлять его при входе. Мы, кстати, уже с таким сталкивались в Китае. И если парк огромный, вы не можете пройти его насквозь. Вам нужно будет вернуться за велосипедом, это вообще неудобно. В общем, на осмотр достопримечательностей у нас ушло 7 часов, после чего мы отправились уже в Негомбо. Больше 2 лет не пил обычную газированную воду. Я решила попробовать такой вот вид кокоса желтенький, мы еще такой нигде не видели. Он оказался очень тонкошкурым, поэтому сока здесь очень много. Он немного кислее, чем обычный кокос, я бы так сказала. Опять в Негомбо, спросите вы? Да, мы решили вернуться в Негомбо. Вообще, изначально мы планировали проехать от Коломбо на юг аж до Ялы и потом уже подняться в горы. Но когда мы были в Коломбо, я пообщалась с Рамизом, это муж моей подруги, который сейчас живет в Украине, он шри-ланкиец. И он посоветовал нам вначале поехать в город Анурадхапуру, древнюю столицу Шри-Ланки, откуда он сам родом. Говорит, оттуда лучший подъем в горы, он более пологий. Или он просто хотел, чтобы мы побывали в его родном городе. Так что мы из Коломбо отправились уже на север, а на юг мы решили поехать позже. И в Негомбо мы уже остановились в другом гестхаусе, который нас и удивил, и порадовал. Мы сняли такой вот номер в Негомбо за $6. Ага, на чердаке живем. Да. Нам повезло, что здесь не было дождя, иначе тарабанило бы очень сильно. Нас просили не шуметь, потому что здесь нету стен между комнатами. Вот за ширмой уже жили бы соседи, если бы они там были. И дверей у нас тоже нету. Кондиционера у нас нету, зато есть классный вентилятор. Ай! И поручней здесь тоже нету. Придется идти по фанере над обрывом. Хозяева здесь очень доброжелательные, они молятся и Будде, и Иисусу. И вообще, где мы не останавливаемся на Шри-Ланке, постоянно такое ощущение, что мы не в гестхаусе, а дома у людей живем, в гости приехали. А еще нам нравится останавливаться в гестхаусах, потому что здесь мы можем познакомиться с удивительными людьми и можем узнать их мнение о Шри-Ланке. Today we met Lucy in our guest house, and she's a good athlete. She's a runner. She's a coach for adults, for jumper. Yeah. So she wants to share her experience. And why do you like Sri Lanka? I love the paysage. I love the fruits. I love the beach. I love the sun. I love the. It's a very good. Welcome to Sri Lanka. Негомбо за пару часов мы успели посмотреть достопримечательности, которых в целом в городе немного. Храм Ангуру Карамула, сложно выговорить это название, в Негомбо. Это один из уникальных храмов, потому что сюда можно зайти через рот какого-то животного. И хотя Шри-Ланка преимущественно буддийская страна, в районе Негомбо и Коломбо можно встретить очень много христианских церквей. Вот, например, эта была построена еще в 1903 году. Из Негомбо нас ждал долгий переезд в северную сторону до Анурадхапуры. Но по пути мы еще остановились в Путаламе. Раньше просто не было жилья. Так что в следующей серии мы расскажем вам о центральной части Шри-Ланки и побываем в храмах древней столицы. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И ставьте лайки. Это будет такая маленькая благодарность за наши труды. До встречи в следующем видео.
visit.